Мы варили суп из перловых круп. Мы варили кашу, а она не наша. Замесили тесто, а оно не с места. Чуть подбородочек выше, Ром. Да. У нас все должно быть, все личико в воде должно быть. Всем привет! Сегодня у нас второе видео, посвященное грудничковому плаванию в ванне. Также температура у нас воды 32-33 градуса, возраст 2 месяца. Мы провели небольшую разминку и сейчас плаваем змейкой на спине. Змейка бывает крупная и семенящая. Я чередую и такую, и такую. Конечно, в ванне тесно плавать, это заметно, плюс у меня еще ванна несколько уже, чем многие стандартные. В других квартирах у меня были ванны чуть пошире, было поудобнее. Здесь разворачивать ребенка не очень удобно, даже по диагонали. Обратите внимание, что когда вы разворачиваете ребенка, вы должны положение соблюдать по диагонали, для того, чтобы его ноги, стопы не касались противоположного бортика ванны, и он, соответственно, не оттолкнулся и не ударился головой. Поэтому разворот делаем несколько ускоренно, то есть более интенсивно его разворачиваем, и положение ребенка по диагонали. Необходимо постоянно контролировать положение головы ребенка в воде для того, чтобы он не захлебнулся. А положение рук называется как ракушечка, да, и жемчужинкой является голова ребенка. Я держу несколько фривольно, потому что я уже привыкла, и ребенок привык. Я знаю, что он нам не хлебнет, я просто поддерживаю, немножечко контролирую. Молодец, ножками. Давай ножками. Пам-пам-пам-пам-пам. Там-пам-пам-пам-пам-пам. Ножками, да? Вот так ножками. Були-були-були-були-були-були. Були-були-були-були-були, да. Как здорово, да? Если очень сильно сопротивляется, головой вертит, можно вот так вот раз взять немножечко ушки, так подзажать чуть-чуть, легонечко. Это не значит, что нужно держать голову ребенка со всех сил прям. Нет, просто немножечко обхватили вот так вот, как вам удобно, чтобы точно не соскочил. Это лучше, чем если вы будете держать типа правильно, да, вот так вот, только под голову, не касаясь тела, и он у вас соскочит. Лучше где-то придержать, где вы чувствуете, что вот он вот сейчас вот выскользнет. Лучше вот так раз зафиксировали, и вот даже так удобнее немножечко его направлять. Вот у меня, видите, голова немножечко неправильно лежит, она должна быть более утоплена, более вверх должен быть подбородок, соответственно, голова должна уходить немножко под воду больше. Так не получается пока, потому что он напрягает своими шею и сам приподнимается. Это не я так держу, это он сам прижимает подбородок вот сюда. Это неправильное положение головы на самом деле. Я вот постоянно ему поправляю, постоянно его опускаю. Но он пока что еще зажат. Во-первых, сохраняется еще тонус после рождения некоторые, да, а во-вторых, еще он элементарно не привык к воде, вот, поэтому у него, вот видите, немножечко вот неправильное положение. Если начинает активничать в воде, значит, вода нужной температуры, то есть вода достаточно холодная для активных действий. В теплой воде, если он лежит 38, он будет балдеть, париться, как в бане, и никаких занятий, никаких тренировок мышц не будет. Об этом даже речи нет. Плюс в 37-38 градусах, даже 36, очень большая нагрузка на сердечко.
Помните о том, что у ребенка все процессы происходят в 3 раза быстрее, чем у взрослого, соответственно, отдача тепла, выработка тепла происходит больше, чем у взрослого, им жарче, чем взрослым. Поэтому, представляете, еще и в 38 градусов запилить в ванну и заставить шевелить руками и ногами. Здесь никакой тренировки, конечно, в высокоградусной жаре не будет. Чем ниже температура, тем лучше. Вот видите, сам поднимать, хотя вот я давлю на подбородок, пытаюсь ему голову вот опустить, а он, видите, держится за меня и не хочет. Это нормальная реакция, абсолютно нормально. Не должны прям сразу все делать по команде. Вот, это нормально. Он привыкнет и ляжет. Он постепенно расслабляется и начинает задирать голову. Можно игрушки туда вешать, кстати. Подвешивать на штангу, там пониже их спускать и так далее. Можно свешивать игрушечки. Там крутящиеся, звенящие, яркие, любые, в общем, какие вам нравятся, если на них ребенок уже реагирует. Вот. Я пока не повесила. Давай, не смотри на меня. Видите, я еще сижу, да, присела вниз, он смотрит на меня, поэтому вообще поднимает сильно голову. Ну, в принципе, это ничего страшного, наоборот, шейку потренирует. Главное, что всегда мы поправляем и всегда напоминаем о том, что сами знаем, ребенку говорим, они запоминают, понимают, что подбородочек вверх, когда мы лежим. Да, подбородочек надо чуть выше. Вот, в принципе, запомнит со временем, что правильное положение такое. Вот. И вода должна быть на лобике, да. Угу. В глаз сам себе ливанул, да, воды, и сразу же испугался, дернулся. Так, давайте переходите к следующим действиям. Нырянием заговорились мы с вами, но это тоже нужно. В принципе, ребенок шевелится в воде, да, это тоже тренировочка, все, не обязательно его прям спортивные действия какие-то, не обязательно его крутить, вертеть. Вот, он, если шевелится сам в водичке, нормально себя чувствует, то этого вполне достаточно. Упс. Все, я поливаю на головку, пока еще поливаю. Тем самым он знает, что после того, как я полью на головку ему, мы, значит, будем скоро нырять. Когда у вас первый этап обучения только нырянию, это обычно происходит в первые дни после выписки, да, это даже в маленькой ванночке можно делать. Значит, вы, будь здоров, значит, вы делаете также команду, только не опускаете ребенка под воду, а поливаете ему на головку. Не обязательно поливать из ковша прям много, достаточно, можно вот рукой просто полить на первых этапах, этого достаточно. Я, в принципе, из ковша ни разу никому не поливала. Вот. Ну, у него попало там в носик, в ротик, ничего страшного. Видите, он уже привычный к этому. Он чихнул, откашлялся, все хорошо. Он уже как бы на это не реагирует. Тут ему нравится, он там, да, ножками, ручками подрыгает, все хорошо. Я беру вот так, командую. Ромочка, ныряем, дуем. Задержка. И вниз под воду уводим. Все, вот он, хорошо с ним, все хорошо. Я сегодня показываю вот вам на камеру его лицо. Все с ним хорошо, он не плачет. Даже если он попищал, это не значит, что ему не понравилось нырнуть. Ну, это значит, что вы его вытащили из теплой водички, подняли наверх. Перемена вода, воздух, температур. Вообще его пошевелили. Они ж такие еще. Они еще малек капризные. Ну, покатали, вот им нравится, когда у них такой гидромассажик. И особенно полезно проводить границу воды на уровне животика. Таким образом вы производите гидромассаж животика и избавляете ребенка от колик. Это в том числе и один из способов комплексной борьбы с коликами. То есть я не говорю, что это прям панацея от коликов. Нет. Но вместе с тем, что вы плаваете, делаете массаж против коликов, это все помогает. Зрители в цирк пришли. Да. Вот, и покатали его, поблагодарили, да, за то, что он хорошо все сделал, да. Теперь снова командуем. Ромочка, ныряем.
Дуем, пауза. И вниз. Все. Спокойно, без дергания. Не макнули, вытащили. Спокойно, он спокойный. Все хорошо, он сам спокойный, вы спокойны. Все замечательно. Вот он улыбается сестренке, гулит с ней, разговаривает. Все хорошо. Все. Вот так. Если вдруг заплакал, если не понравилось что-то, я вам еще вчера говорила, что находите ту позу, в которой вы можете успокоить ребенка в воде. Для меня эта поза вот такая. Сегодня показываю вам лицом. По-другому уже камеру поставила специально, чтобы показать. Обхватываем за плечико, большой палец над плечом, рука под грудью малыша и поливаем. Не на головку, поливаем на спинку. Можно поинтенсивнее, вот так вот. Если плачет, то вот так вот раз, поинтенсивнее. Они так успокаиваются. Если у вас другая поза, значит у вас другая поза для успокоения. Моим детям всем так нравится. Вот, потому что они так вроде как висят, у них ручки, ножки свободные, они могут ими шевелить. Также вы можете ими шевелить, да, чтобы все-таки у нас какая-то нагрузочка была. Вот, вы пошевелили, пощекотали пяточки, они сами пошевелили. Вот. И обычно я плаваю на животе уже в конце, потому что живот они сейчас... Стучит кто-то? Да. А, да? У нас пришел курьер, перебили нам занятия. Да, к сожалению. Ну, сейчас посмотрим. Вот плачет он, да, я не закончила занятие. Ну, вот честно, я не закончила. Если сейчас все будет хорошо, мы продолжим. У нас еще 10 минут занятия осталось. Мы занимались только 20 минут из 30. 30 он вполне выдерживает. Вот сейчас я его опустила в любимую позу. Контролирую обязательно рот, чтобы он не хлебнул. Все. Легонечко, все хорошо. На спинке, он сейчас может расплакаться на спинке, а я его покатаю чуть-чуть, да? Водичка хорошая, хорошая водичка, приятная водичка. Да. Сейчас я знаю, что он будет, скорее всего, вырываться, поэтому руку немножко неправильно, не так, как рекомендуют, да, перенесла. Но перенесла так, чтобы держать его покрепче. Не столько голову контролировать, сколько тело поймать. Потому что он может сейчас очень сильно дрыгать руками и ногами, потому что он расстроен, что его сейчас вытащили, пошли с ним дверь открывать. Сейчас, если он успокоится, я передвину руку правильно уже, да. Этой рукой нужно поддерживать подбородок, я иногда поддерживаю попу. Не потому что я за попу держу, нет, я ее просто вот буквально двумя пальчиками вот так поддерживаю, или ладошечкой чуть-чуть легонечко, просто контролируя положение ребенка, чтобы его не упустить. Он успокоился, сейчас он не кричит, теперь можно снова понырять, а потом приступить к плаванию на животе. Не очень не любит сейчас на данный момент плавать на животе, потому что не очень терпит руку под подбородком своим. Для подготовки к нырку как-то я привыкла вот так вот его сначала покатать. В принципе, в бассейне нам рекомендовали. Ромочка, ныряем. И полностью увели под воду. Все хорошо с ним. Все, он нырнул. Мы вытащили его. Проводочку сделали под водой. Все хорошо, спокойно. Дышим, молодец, похвалили. И можно еще раз нырнуть, потому что за занятие нужно нырнуть раз 6. Хорошо бы раз 6. Но если поменьше, то ничего страшного. Главное, хоть разочек, 2 обязательно нырнуть. Рома, ныряем. И вниз. Все. Он немножко испугался, потому что я его сильно вниз сейчас опустила, но к этому нужно тоже приучать, что мы не просто проводим вдоль воды, да, а мы именно погружаем на глубину. И все глубже и глубже. Сейчас я его практически ко дну опустила. Вот. Это нормально. Главное, вы не пугаетесь, и ребенок не пугается. Все хорошо, все. Теперь кладем на спинку. Да, ладошку так, переворачиваем и плывем. Вот, плывем.
Плывем, 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 плывем. Плывем, 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 плывем. Раз, и перевернулись. Да, не очень нам нравится. Не очень нравится, но тем не менее мы не вытаскиваем его. Мы кладем в любимую позу до успокоения. Сначала успокаиваемся. Максимально, насколько это возможно, лучше до совсем полного успокоения. Успокаиваемся. Даже если там подмывает чуть-чуть, попискивает, ничего страшного. Но самое главное, что не ревет, без паники, без рева, без всяких там истерик со стороны ребенка. Спокойно. Все, чтобы он знал, что вода хорошая, водичка у нас приятная. Это не опасность. Он вместе с мамой. Мы потом достаем и уже тогда в полотенце.